Приветствую! Кассетная дека Sony TC-RX80 поступила на рынки Японии, Америки и Канады в 1988 году и производилась до 1990 года. Эта модель поставлялась только в варианте с питанием от сети переменного напряжения 100 и 120 вольт, а для американского потребителя еще и с индексом ES, расшифровка которого означает расширенная версия. Корпус кассетной деки целиком изготовлен из листового металла. Ширина фронтальной панели стандартная и составляет 430 мм. Но ее высота 100 мм, а не 120 мм. Да и глубина всего 270 мм, что уже на 60 мм. Магнитофон выглядит компактным. Материал кожуха – это крашеный гладкий лист металла, крепится на 4 винта и только по бокам. Внутри почти всю площадь занимает главная монтажная плата, которая называется платой управления аудиосистемой, из которой через шлейфы проводов обмениваются сигналами несколько маленьких плат для управления декой и лентопротяжный механизм. В конструкции используются микросхемы Sony, NEC, Toshiba и Mitsubishi, а также радиаторы из меди. На задней стенке из такой же жести имеется неотсоединяемый сетевой кабель с вилкой японского стандарта, трехпиновый разъем синхронизации с другими компонентами системы и по паре RCA разъемов для входа и выхода звуковых сигналов. На дне из такого же, но светлого листа жести, который уже начал точечно коррозировать, по углам установлены по две пары разнокалиберных упоров. И имеется люк. Отвинтив два винта, получают доступ к главной плате со стороны проводников. В общем, довольно простая конструкция корпуса выдает то, что аппарат из 1980-х. Фронтальная панель тоже из металла черного цвета, за ней установлена фальш-панель. Здесь стандартное для аппаратуры Sony того времени размещение кассетоприемника слева. В левом углу шильдик с названием бренда и рядом кнопка Power. В данном аппарате нажатие на эту кнопку замыкает не напряжение, поступающее с розетки через сетевой шнур, а уже питающее напряжение, снимаемое после стабилизаторов, блока питания и со вторичной обмотки трансформатора. В то же время это не кнопка дежурного режима, из которого можно вывести деку, соответствующей кнопкой пульта Standby. То есть, когда эта кнопка отжата и магнитофон выключен, но шнур питания подключен к розетке, его блок питания находится в рабочем режиме. И пусть немного, но потребляет ток из сети. Заявлена максимальная мощность потребления кассетной деки 19 Вт. Под кнопкой Power стандартно размещен переключатель таймера записи и воспроизведения, при активации которых начинается соответственно запись или воспроизведение заблаговременно установленной кассеты при включении питания деки. Ниже видим окно инфракрасного фотоприемника для пульта и кнопку толкатель для открывания крышки кассетоприемника. Для открывания крышки кассетоприемника нажимаю на кнопку, освобождая пружину. Закрывается она вручную. Она с большим окном, которое позволяет любоваться дизайном установленной компакт-кассеты, но без ее подсветки. Прозрачная крышка снимается вверх и фиксируется в 4 точках, похоже как на Sony TCK222 ESA. В кассетной деке используется двухмоторный лентопротяжный механизм. Один мотор задает вращение в разные стороны 2 тонн валов через широкий пасек на маховики. Используется мотор со встроенным генератором частоты вращения. Для подстройки в этом отверстии имеется потенциометр. Второй мотор используется для подмотки и перемотки. Выкрутив два винта в верхних углах, можно снять тонкую металлическую панель. Снизу она устанавливается в опоры. Панелька окрашена в черный цвет, только в центре имеется неокрашенное окно и обода вокруг подающего и приемного роликов. За ней видно, что в качестве иглера используется пластиковая шестеренка, которая с помощью зубчатой передачи вращает опять же пластиковые подающие и принимающие ролики. Реверс обеспечивается вращением блока головок также через зубчатую передачу от программного колеса.
И это слабое место в данной модели, так как пластиковая шестеренка подвержена разрушению под действием агрессивной среды, то ли времени, то ли используемой смазки. Переключение режимов осуществляется с помощью электромагнита, поэтому оно сопровождается щелчками. Механизм отнюдь не тихий. При снятой крышке можно обслужить головки и ролики, но такой нюанс. При включенном питании в деке тонвалы не вращаются. Питание на моторы подается только в режимах воспроизведения и перемотка при установленной кассете, ну или вручную замкнутом контакте блокиратора записи. Зато доступны винты для замены резиновых роликов без демонтажа лентопротяжного механизма. Одним из усовершенствований этой модели деки является использование лазер-аморфной головки. Технология LC-OFC, также отмеченная на нижней непрозрачной части крышки кассетоприемника, расшифровывается как Long Crystal Oxygen Free Cooper и использует в проводниках и катушках бескислородную медь для улучшения проводимости и, соответственно, снижения потерь сигнала. Но возможность управления основными режимами с помощью инфракрасного пульта добавляет еще один плюс в функционал этого кассетного магнитофона. Я приобрел деку Sony TC-RX80 с неоригинальным пультом в конце 2025 года за 1300 белорусских рублей или около $450 США. Основные функции управления декой с этим пультом работают, но это китайская реплика. Оригинальный же пульт RM900S выглядит так. Визуальным отличительным признаком кассетной деки Sony TC-RX80 является большой люминесцентный индикатор с анализатором спектра по 5 частотам 100-300 Гц, 1, 3, 10 кГц. Он очень удобен для оценки качества записанного сигнала на ленты по частотам. Правее него вертикальный индикатор уровня сигнала, шкала которого начинается аж от минус 40 дБ. Правда, при этом ниже 0 дБ, она широким шагом 10 дБ. Данный индикатор поднамагниченный с ленты 250 нановебер на метр, поэтому значок Dolby здесь ниже отметки 0 дБ. Правее него имеются кнопки разного размера для управления лентопротяжным механизмом. Сверху узкие кнопки перемотки, ниже большие кнопки воспроизведения в обе стороны, кнопки стоп и пауза, и, наконец, маленькие кнопки режима записи и записи паузы между фонограммами. Кстати, режим записи тут включается одновременным нажатием кнопок записи и воспроизведения в ту или другую сторону. Еще одним удобством этого магнитофона является наличие автоматического реверса в лентопротяжном механизме. Он включается специальной кнопкой с фиксацией. При этом активируется многоразовое циклическое воспроизведение обеих сторон кассеты. Я уже демонстрировал то, что реверс в деке осуществляется поворотом блока головок и прижимом соответствующего резинового ролика к нужному тонвалу. Именно для продолжительного воспроизведения фоновой музыки удобен этот аппарат. При выключенном данном режиме можно вручную включить воспроизведение любой стороны кассеты кнопками play в ту или другую сторону. Под индикатором установлены кнопки для обнуления счетчика реального времени, который врет минут на 5, и кнопка памяти для возврата при перемотке к его нулевому значению. А правее видим кнопку Tab Operation, которая циклично включает режимы AMS, Blend Skip, Music Scan и отключает их. Первый режим на индикаторе записан через косую черту или слэш, то есть здесь возможны два варианта его работы. Первый – это режим AMS, что расшифровывается как Auto Music Skip – автоматический пропуск музыки. Если он активирован, то во время воспроизведения при нажатии на кнопку перемотки в любую сторону осуществляется поиск следующей композиции по паузе и затем ее автоматическое воспроизведение. Но только знайте, люди, я пою для тех, кто все поймет, мою любовь не скроешь. Если же этот режим выключить, то при нажатии на кнопку перемотки во время воспроизведения кассеты
Магнитофон сначала отключит режим воспроизведения и просто перемотает кассету в нужную сторону до конца ленты. И второй вариант – это Blend Skip, то есть пропуск чистого отрезка ленты. И он работает не при перемотке, а при воспроизведении компакт-кассеты. Если дек обнаруживает затянувшуюся паузу длительностью более 10 секунд между композициями, или в конце стороны кассеты нет записи на большом отрезке ленты, то магнитофон из воспроизведения перейдет в режим перемотки в поиске следующей композиции и автоматически ее проиграет. При этом, если включен режим циклического воспроизведения обеих сторон кассеты, то есть автореверс, то магнитофон перемотает ленту на стороне воспроизведения до конца, переключится на вторую сторону, сразу же перемотает ленту до начала первой фонограммы и перейдет в режим ее воспроизведения. Если в начале воспроизведения компакт-кассеты в любую сторону включить режим Music Scan, а затем нажать на кнопку перемотки в любую сторону, в этом режиме магнитофон ищет по паузам все записанные композиции и проигрывает их по 10 секунд. И таким образом кратко знакомя слушателя с записями на кассете. В этом режиме не важно, включен ли режим циклического проигрывания обеих сторон кассеты, то есть автореверс, так как магнитофон проиграет только одну сторону и перейдет в режим остановки. Наличие встроенной, но не отключаемой системы динамического подмагничивания Dolby HX Pro, а также поканальная калибровка по сигналам встроенного генератора частотой 300 Гц и 10 кГц переносят эту деку наверх модельного ряда. Реализована она в двухголовочной деке так. Нажимаю на кнопку Rec Call и потом запись. По анализатору спектра и по уровню сигналов в каналах видно, что происходит обнуление счетчика и запись двух сигналов на оба стереоканала в течение 10 секунд. Далее остановка и перемотка в начало, и затем воспроизведение записанного участка в течение этих же 10 секунд. За это время нужно подстроить потенциометрами Level уровни сигналов обоих каналов до красных меток и оценить по анализатору спектра уровень записанного сигнала частотой 10 кГц по отношению к сигналу частотой 300 Гц. В идеале они должны быть одного уровня. Если он отличается, то можно подкорректировать потенциометром Bias Adjustment. Тут нужен опыт, в какую сторону и на какой угол вращать регулятор. Я же проделал операцию калибровки несколько раз, чтобы убедиться в том, что все уровни достигли меток. Ну а теперь запись. Для регулировки уровня записи сигналов в каждом стереоканале используется совмещенный переменный резистор. Неудобная конструкция потенциометра, потому что ручки при регулировке цепляются друг за друга, хотя я его почистил и нанес силиконовую смазку. При записи в обратную сторону счетчик мерцает. Для качественной записи звука аппарат оборудован декодерами, неотключаемым Dolby HX Pro и системой шумопонижения Dolby B и Dolby C. Включение системы осуществляется верхней кнопкой, а переключение между ними нижней. Используемый декодер отображается на индикаторе. А вот так записалось.
Внизу справа имеется разъем джек для подключения наушников. И рядом регулятор громкости в них и только. Сигнал на линейном выходе он не регулирует. Заметил, что в деке отсутствует MPX-фильтр для подавления пилот-тона при записи с радиотюнера. В общем, вот такая оригинальная по дизайну и функционалу двухголовочная, двухмоторная японская кассетная дека Sony TC-RX80 1988 года с питанием 100 вольт, с возможностью автореверса, управлением с помощью инфракрасного пульта, поканальной калибровкой тракта записи, с большим и ярким индикатором анализатора спектра. Мне она досталась в хорошем техническом состоянии и удовлетворительном косметическом, так как на корпусе имеются царапины и потертости. Ну и еще требуется заменить потенциометр для регулировки громкости звука в наушниках, так как здесь нет контакта в одном канале. Пытался его почистить и смазать, но исчезло шуршание в левом канале, а в правом гул, и только в среднем положении можно поймать звук. В общем, потенциометр под замену. Благодарю вас за просмотр, оценку этого видео и подписку на канал. Будем жить. Пока!